Приветствую вас на канале Цветок Персика. Меня зовут Наталья. И сегодня свое видео я посвящу мастихинам. Как мы знаем, мастихин является основным главным инструментом скульптурной живописи. Здесь перед вами представлено некоторое количество таких мастихинов, но в принципе не все они могут быть нужны. При желании можно ограничиться 2-3 основными мастихинами, но рассмотрим их по порядку. То есть я их разделила на небольшие кучки, которые по степени использования, по степени важности. И вот передо мной сразу лежат мастихины, которые, пожалуй, самые главные, самые важные. Вот такие мастихины каплевидной формы. Носик у которых закруглен. Они разных размеров. С помощью таких мастихинов мы создаем лепесток овальной формы. При работе мастихина мы используем как его основание, кончик, так и реберные части. При работе ребром то с одной стороны, то с другой стороны мы набираем либо левый, либо правый лепесток. И вот такой мастихин — это основа. То есть вот два больших для создания довольно крупных лепестков. Дальше идут размеры поменьше. И вот самый такой небольшой, но он, конечно, не совсем каплевидной формы, но тоже вполне может быть использован. Потом по степени важности тоже они каплевидной формы, но у них немножко заостренный носик. Он не совсем острый, но такой вот кончик, который также позволяет нам создавать лепестки с каким-нибудь рваным краем. Также он применим для создания листьев. И тоже такие мастихины подразделяются от своего размера. То есть вот размер — это в сантиметрах, какого размера мы можем создать лепесток. То есть поменьше, побольше, еще побольше. Есть группа мастихинов, которые у нас совсем маленькие. Вот такие вот миниатюрочки с очень маленькой рабочей поверхностью, так как в своих работах мы создаем не только крупные лепестки, но в композициях могут присутствовать соцветия каких-то небольших цветочков, каких-то небольших листочков. И, конечно, можно и большим мастихином создать небольшой объект, но не всегда это бывает удобно. Вот удобнее пользоваться вот такими вот маленькими мастихинами, на которые мы сразу можем набрать и лепесточек, и листочек какого-то небольшого размера. То есть вот они тоже нам пригодятся. Следующая группа мастихинов — это вот такие вот мастихины, как их называют рыбка. Вот он имеет такую овальную форму. Они у меня примерно, наверное, одинакового размера, просто от двух разных производителей. Оба мягеньких. Нет, вот этот пожестче. Такой мастихин необходим для создания каких-то узких лепестков. Ну, допустим, цветок ромашки, какой-то листик небольшой, какой-то чашелистник. Ну, допустим, при создании розы необходимо набрать какой-то узенький совершенно лепесток. Но такой мастихин, как может быть в нашей коллекции, так мы можем ограничиться и вот таким обычным мастихином, в принципе, который является универсальным, и при достаточном уверенном владении можно набрать любой лепесток, как маленький, так большой, так заостренный. Но кто-то любит пользоваться и большим количеством мастихинов. Это я говорю к тому, что если начинающий мастер, не обязательно, потому что мастихины довольно дорогостоящий материал, инструмент, и начинающий мастер может ограничиться 2-3 мастихинами. То есть, допустим, вот таким поменьше заостренным кончиком. И вот из группы мастихинов вот такой, допустим, вот он узенький, длинненький. То есть о них я сейчас расскажу особо. То есть вот она тоже группа мастихинов, еще одна. Это у нас мастихины. Вот они у меня все узкие, длинные. Немножко отличаются по размеру, по длине рабочей поверхности. И вот каких-то 2 из них с заостренным кончиком и 3 с кончиком закругленным. Для чего нам понадобятся такие мастихины?
это прежде всего для создания узких длинных листьев. Ну, допустим, цветок ириса. То есть на него сразу набирается вот на всю поверхность. Покажу. На всю поверхность набирается лепесток. Получается такой узкий длины и непосредственно выкладывается на работу. То есть не надо там либо меньшее количество соединений делать, либо если работа небольшая, вообще не надо делать никакие соединения в листке. То есть тоже такая достаточно удобная, нужная вещь. Потом следующая группа мастихинов. Это вот такие мастихины. Они с заостренным кончиком ромбовидной формы. Ну, тоже могут использоваться для создания лепестков. Они довольно специфические и, можно сказать, практически не используются в работе, но как вариант, если есть возможность, можно и такой мастихин иметь в своем арсенале. Следующее — это мастихины большой круглой формы. То есть для чего такие мастихины могут использоваться? Во-первых, для создания крупных лепестков, довольно круглых, таких объемных лепестков, листьев. Если там, например, озадачились совсем крупной работой, это вот такой мастихин. Но чаще всего вот такой огромный мастихин используется для пересадки готовой розы или там готового цветка другой формы с палитры. Ну вот часто бывает, что удобнее формировать цветок или часть цветка на палитре и переносить ее потом на готовую композицию. Вот используется такой вот, ее поддевают вот так вот и переносят, пересаживают с одного изделия на другой. Вот. Следующая часть мастихинов — это у нас вот такие. Всякой своеобразной изогнутой формы. Ну, я бы сказала, что такие мастихины для создания цветов у нас не используются. В большей степени они нужны для набора материала. Там из тех же баночек. Так, к нам пришел помощник. Сейчас обойдет все с обходом и пойдет дальше по своим делам. Для набора материала из баночек, для формирования фона на основе заготовки, для каких-то, может быть, создания спецэффектов, если вот мы так как-то делаем. То есть для цветов их не используют, но они тоже могут быть. Я еще раз повторяю, что по большому счету 2, 3, ну максимум 4 мастихинов вполне достаточно. То есть вот такой, вот это вот основа, база, вот эти вот каплевидные мастихины, либо каплевидный мастихин с острым кончиком, маленький мастихин такой же формы. Это вот, как говорится, наше все. И на первых порах, по сути, вот именно таких мастихинов вполне достаточно. Что касается производителей, то мастихины выпускают разные бренды. Они отличаются все по цене и также по степени жесткости. То есть, если мы имеем какой-то жесткий мастихин, то он для создания цветов не применим. Вот это не для цветов. Вот, допустим, вот этот мастихин рыбка, даже не знаю, кто его производитель, но он вот более жесткий. И когда мы делаем набор лепестка, мы делаем вот такое движение. И очень важно, чтобы штукатурка набиралась равномерно, чтобы этот мастихин был гибкий, чтобы он изгибался. Вот фирма Сонет достаточно мягкий мастихин. Вот бренда Евгения Ермилова. Он такой более упругий, жесткий. Но вот эти мастихины хорошие, мне они очень нравятся. А вот есть такой маленький, вот он совсем жесткий, тоже непонятного производителя. Вот он совсем жесткий, и с таким мастихином труднее работать. То есть основные условия, чтобы это был качественный металл, достаточно жесткий, но в то же время такой вот упругий и гибкий, потому что нам постоянно нужно, чтобы вот сначала набирать мастихин, потом подсаживать лепесток к готовому цветку.
Вот, по мастихинам, наверное, у меня все. Тут уже сами выбирайте производителей. Можно заказать как на Алиэкспресс, так и в магазинах художественных материалов. Сейчас очень большое количество итальянских мастихинов появилось, но они уже идут дороже. Также вот мастихины бренда Евгении Ермиловой тоже хорошие. Поэтому тут выбирайте для себя сами, но начинайте всегда вот с таких вот базовых основных мастихинов, вот такой формы, которая наиболее применима, наиболее приемлема и при желании, которая может заменить все остальные. То есть вот они, вот. Ну, вот такие вот они формы. Это, как говорится, наше все. А все остальное это уже желание как-то разнообразить свою работу, поэкспериментировать, возможно, получить какие-то некоторые дополнительные эффекты, но это не является базой и обязательным. На этом у меня все. Я буду заканчивать свое видео. Я надеюсь, оно было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока-пока.